Здравствуйте. Сегодня рассмотрим еще позиции, которые где-то видел, где-то написаны у меня в тетрадях. Поэтому, как я всегда говорю, спасибо всем, кто играл. Где-то, возможно, попадались они в журналах. Но вот это, мне кажется, не из журналов моих, а именно из тетрадей. Не все, кстати, моим почерком написаны. Поэтому давайте приступим. Ход черных. Я за черных повернул. Ход черных. Любопытная такая позиция. И вот FG7. Такой, конечно, интересный ход. И он наполнен тактическими такими соображениями. Именно здесь тактика играет вот в этой позиции большую роль. Давайте смотреть, чем же мы грозим. Ну, основная угроза GF, конечно, и HG. Вот это вот удар с ограничителем стоит. Далее. Ну вот интересный ход GH4, конечно, GF6. И вот здесь стоят позиции, когда нету хода FG3. Из-за вот этого простейшего тактического приема. И EF4. Но вот здесь вот любопытный очень момент есть. Очень любопытная идея. Вот такая вот DC3. Чем она любопытна, я сейчас покажу. То есть хочется CB6, естественно, чтобы вот этих вот ходов EF4 не было, FG3. И вот, допустим, на ход CD6, кажется, BC7. И все великолепно тут закончится. На этот ход все, ходов нету. Но вот есть маленькая заковырочка такая. Отдача. И вот такая вот идея. Конечно, позиция очень хорошая у черных. Потому что лишняя шашка. Но выиграть еще надо. Если он здесь есть, выиграешь. Но мне кажется, позиция все-таки где-то должна быть выиграна после АБ4. Но вот есть такая идея, как я вам сказал. Давайте дальше рассматривать позицию. BA3, ну вроде ничего и нету больше. То есть, если BC3 куда-нибудь пойти, то, видите, 3 нападения, одна всего защита. Так, дальше BA3 остается, GF6. Ну вот опять, не поменяйся, никуда не поменяйся. Потому что вот эта вот идея... Ну, ничего не остается делать. Опять на DC3 уже можно вот этот ED6 проводить и именно бить на H2. Почему я акцентирую на это внимание? Потому что стоклеточника мне постоянно хочется побить на B4. Ну, или бразильские шашки. Давайте так это все назовем. CB2. Ну, уже здесь надо CB6 делать ход. И вот остаются ходы. В партии было, я помню, что EF4, это смотрели, вот я вспомнил, это с журнала, да, все-таки с журнала. Но есть, наверное, ход какой? Давайте посмотрим GF4. Есть, кстати, вот этот вот ход. Но... Очень любопытная идея, кстати, есть. Вот здесь такая, да, опровергается вот таким маневром идея. Поэтому давайте с этим ходом мы повременим. А вот оставим ход BC7. Ну, вот я не знаю здесь уже как ходить. То есть, смотрите, нету хорошего хода, просто нету хорошего хода. За белых на этот ход, естественно, вот этот вот маневр. Далее на BC3, CD6. И вот здесь вот, если так ходить, то есть вот эта вот идея. Вот эта идея. Дальше, что еще вам показать тут? Ну, я даже не знаю, что тут показать больше. На DC3, CD6. Сюда ходим. Ну и вот DC7. И после этого ходы заканчиваются.
у белых заканчиваются. То есть на BA3 просто FG5 еще раз выжидаем. А на FG3 получается вот так вот. Ходим и тоже выигрываем. Так, ну вот я считаю, что уже много даже любопытных очень идей, но тем не менее посмотрим, что же все-таки было в партии, какая идея в партии была. CB2, CB6. И вот EF4 в партии было. EF4, FG5. Вот если пойдут простой вот этот ход, кстати, сегодня все было очень весело. Не мог найти элементарный ход, но вот BC7 и, собственно говоря, игра закончилась просто. То есть грожу на F4. Ну и куда ходить, я не знаю. Ну на F6. Тогда же H4 с лишней шашкой получается. Дальше. Куда ходить? На сюда ходим. Ну вот GF4. То есть ходов, собственно говоря, нету. Так, дальше. Вот смотрим ход EF4, который, собственно говоря, был в партии. FE5. Вот это я уже вспомнил, что все было. Так, FE5 не было. Нет, вот FE5 не было. А вот в партии была такая идея. И нападают. Ну, понятно, что нападать другого нету. И вот такая вот идея. Такая идея. Так. Что я еще хотел показать по поводу этой позиции. Так, АБ4. Но если нападать, то можно просто вот так вот пойти и выиграна позиция. Вот такая вот позиция. Одна из позиций, которую я хотел вам показать, получилась. И давайте здесь посмотрим, что же здесь есть за черных. Тоже делаю маленькую паузу. И вот ход BA7. Вот давайте сначала рассмотрим ход CB4. Тогда будет ход AB6. Идея этого хода, чтобы вот на этот ход напасть и пройти дальше в дамке. Вот такая вот идея есть. Так, дальше. Что мы будем смотреть дальше? BA7, CD4. Ну, здесь многие уже видели вот эту классическую, можно сказать, идею. FE5. Ну, это знакомая уже позиция. И вот именно здесь ход CD4, и он решает исход. Исход партии GH6, бой-бой. EF6, ну и так далее. Ну вот такие вот продолжения. Так, дальше давайте будем смотреть. Тоже позиция достаточно интересная. И вот она очень красивая. Кстати, я не исключаю такую возможность, что я когда-то ее показываю. Но идея сама вот очень красивая в конце. В конце очень красивая идея. Давайте смотреть. BA, GF, AB6, то есть ограничиваем полностью. DE5, EF2. И вот здесь вот как раз то супер отдача вот такая вот. Кажется, так, это я тут два восклицательных знака ставлю. Кажется, что белые могут ставить дамку. Но вот как? На этот ход вот такая идея. Ну вот очень красивая, кстати, позиция очень красивая, фантастика. Не знаю, откуда я ее там взял. Она у меня в тетрадях написана. То есть ED4, тогда нападаем. Очень красивая позиция. Наверное, вот даже по красоте изюминка сегодняшнего репортажа. Ну вот видите, форсирована такая позиция. Ну, просто чудо. Чудная позиция. Не знаю,
не знаю, откуда ее взял. Может, возможно, что мы даже играли где-то в Блиц. Похоже, что играли в Блиц. Может, где-то она уже и встречалась, но вот позиция очень хорошая, конечно. Дальше. Ну, вот эту повернуть надо, позицию. Здесь опять меня компьютер огорчил, очень сильно огорчил. Сейчас покажу почему. Позицию, надеюсь, вы видели. CD4. И вот здесь вот сразу огорчение давайте, а потом позиция, решение позиции. Огорчение такое. DC5. ED6. И вот. Видите, такая идея есть. А вот выигрыш, что как раз то очень любопытно. BC3. Потом GH. И ходить-то, собственно говоря, некуда. Но вот эта позиция Связинского. Вот эта позиция, я помню, что это Связинского. Вот такая вот великолепная позиция. Итак, на сегодня все. Надеюсь, позиции вам понравились. И до новых встреч. Как всегда, играйте в шашки. Больше думайте своей головой. Но, естественно, если вот такие вот разочарования, как у меня в последней позиции сегодня опять вот были, ну, возникают, надо проверять на компьютере, тоже доставляет определенное, конечно, удовлетворение. Итак, до новых встреч.